Ситуация очень простая. Меня вызвали, чтобы я удостоверил самые простые вещи. Что такое прибыль, что такое себестоимость, а что происходит с компанией, если у нее украсть 90% производимой продукции и делать так 6 лет подряд и так далее. Но судья Лахтин, что ж такое-то? Судья Данилкин просто испугался все это слушать. Может быть, он на дачу торопится, хотя вряд ли. Что потратить 5 часов на то, чтобы отвезти одного человека, это круто. Я подозреваю, что он таким образом борется за скрытой безработицей. Ему кто-то когда-то сказал, что в России высокая безработица, значит, нужно заниматься как можно более бессмысленным делом, как можно более долго. И тогда за государственный счет это такая форма общественных работ. Если бы там несколько человек не сидело бы в тюрьме, это было бы вполне достойным занятием. По крайней мере, на фоне государства. А господин как его? Лахтин, да. Лахтин. Он совершенно замечательный. Это песня. Он меня отвел по двум основаниям. Основание первое, помимо естественных рутинных оскорблений и, таких фраз, что даже судья его был вынужден прервать раз 6, наверное, или 7, что я не могу выступать специалистом по этому делу, потому что я не знаком с ним в деталях. В частности, не знаком с теми вопросами, которые еще не оглашались в суде. И тут же товарищ Лахтин признал, что это невозможно согласно Уголовно-процессуальному кодексу. То есть, тем самым он расписался, что любой специалист, который может быть рассмотрен данным судом, он должен совершить нарушение как минимум Уголовно-процессуального кодекса. Вот такую конструкцию он выстроил, судья ее одобрил. Вторая конструкция заключалась в том, что поскольку я лицо не аффилированное с ЮКОСом, я не могу быть специалистом по данному вопросу. А при этом понятно, что если я лицо аффилированное с ЮКОСом, то я зависим от него, по крайней мере, есть подозрение в этом. И вот что тут я точно не могу быть специалистом. Таким образом, товарищ Лахтин построил, а судья Данилкин одобрил две конструкции, которые теоретически исключают возможность привлечения специалистов каким бы то ни было уголовным судебным процессом вообще, теоретически. Остается только радоваться Богу, что у нас не принцип... Непрецедентное право, да. А вот, я немножко заикаюсь, потому что 5 часов занимаюсь полным бредом, но это тяжело. А по поводу вашей предвзятости все-таки в решении Данилкина? Там действительно было много приятных цитат, залу они все очень понравились, но, понимаете, во-первых, эта предвзятость была сформирована господином Лахтиным лично, 80%. Во-вторых, если говорить о какой-нибудь зависимости на основании этих цитат, вообще-то все эти цитаты касались только стороны обвинения, ни одна сторона защиты. То есть можно говорить о моей зависимости, причем психоэмоциональной, от стороны обвинения. Это, да, я признаю, что когда товарищ Лахтин открывает рот, я начинаю слушать, потому что, я жалею, что я не психиатр. Я жалею. Тогда бы я получил еще профессиональное наслаждение, а так я получаю наслаждение только эстетическое. Вот. А далее цитировались статьи, где высказывались действительно оценки и мнения. Но они касались вопросов, по которым, и об этом адвокаты сообщили, меня не вызывают. Они касались уровня компетентности стороны обвинений. Они касались поведения стороны обвинений, они касались характера обвинений, который выдвигается обвинением, и поведения судьи. Ни по одному из этих вопросов я, отвечать на вопросы не должен. Отвечать на вопросы очень простые. То есть позиция Лахтина сводится к тому, если перевести на бытовой язык, что судебный медицинский эксперт не может изучать труп на том основании, что он не является близким знакомым покойного. Все вертикально интегрированные компании устроены по общим принципам. Вопросы касались максимума этих общих принципов. Если я не знаком с ЮКОСом, я не знаком с покойным. Да? И получается, что судмедэксперт не может освидетельствовать труп, если он лично не был знаком. Причем знаком очень близко и даже находился в состоянии зависимости от него. Это специфическая прокурорская логика. Я могу сказать единственное, что в хищениях и в рытье тоннелей от Лондона до Калькутты меня никто из них не обвинял. А будете еще приходить в качестве просто зрителя? Слушайте, буду. Понимаете, у меня такое ощущение, что Лахтин как-то очень халатно отнесся к своим обязанностям.
было не так много оскорблений, было, он всего лишь несколько раз, 2 или 3 раза употребил конструкции, которые не имеют логического смысла, причем один раз он сам исправился. Но с человеком происходит что-то неладное, я думаю, что он исправится. Михаил Геннадьевич, я понимаю, что это долгая история, но если коротко, что же произойдет с компанией, у которой похитить 90% всей продукции? Вы знаете, продукция и деньги – это как кровь в организме человека. Вот представьте себе, что из человека выкачали 90% крови. То есть, говоря, это много, 20% вполне достаточно для летального исхода. Такая компания не просуществует даже года, точнее, даже 6 месяцев. Конечно, можно рассматривать возможности кредитов, возможности государственной поддержки и так далее, но при таком ущербе никакая поддержка, никакие кредиты не помогут, тем более, что никто не даст кредит, у нас мало самоубийц в экономике. Но это азбука, и представить себе, что сторона обвинения состоит из людей настолько альтернативно одаренных, что они не понимают этого. И вот я абсолютно убежден, на самом деле мой вызов был излишен. Эти вопросы можно было задать любому присутствующему в зале, хоть судебному приставу, и он дал бы на них нормальный, внятный, грамотный ответ, потому что 20 лет в рыночной экономике, слава богу, живут. Потому что если судебного пристава спросить, дорогой товарищ, скажи под присягой, под ответственностью, вот как ты думаешь, что будет с предприятием, у которого украли 90% продукции, он скажет, не будет этого предприятия, почему не будет сразу? Никаких 6 лет, никаких инвестиций не будет. Так что в определенной степени это был действительно излишний вызов, потому что нужен обычный, можно вызвать, конечно, студента, можно вызвать преподавателя, извините, ради бога, преподаватель. Я не знаю, тут перерыв был, затянувшийся на 2 часа. Я думаю, может быть, товарищ Данилкин просто проспал, не успел позавтракать и кушал двойной обед. Чувство голода плохое чувство, может быть, поэтому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.